Привет, двоечки. Это второй расклад, второй вариант. Итак, почему тебя триггерит именно это? Посмотрим, что триггерит, истинные причины и как это проработать. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что нужно, в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем. Итак, двоечки. Первый вопрос, что именно тебя стригерит? Ну, а у тебя подружка сольется с какой-то вечеринки, да, возможно, как называется-то, Новый год, ну, празднование Нового года, оставив тебя одну торчать с ее вечно пьяными друзьями, ну и твоими тоже. Тебе, знаешь, вынесет мозг от самого факта, что она даже, ну, не подумала предупредить. Вот повешенный — это ты. Зависла в этой, как сказать, неопределенности, где тебе кажется, что тебя бросили как ненужную вещь. А вот семерка кубков — это все обещания, ее планы, которые она вот в воздухе перед твоим лицом рисует, но которые она никогда не материализует. И стоишь ты вот, как говорится, одна в поле в этой, на этом празднике, с ухмылкой на лице, и вид делаешь, что тебе пофигу, а внутри-то уже кипит. А у тебя в голове опять она считает, что я должна все понимать и подстраиваться, потому что у нее там что-то важнее есть, да, важные дела. Но на самом деле тебя бесит не ее поступок, нет. Тебя бесит, что ты снова позволила себе поверить в то, что ты для нее на первом месте. Ты же знаешь, что она не подведет, да, что она не такая, как все. Но каждый раз, когда вот она исчезает, тебя накрывает вот эта волна обиды, потому что ты снова повелась на ее красивые слова и никому невидимые обязательства. Тебя триггерит не ее исчезновение, нет. Тебя триггерит твоя собственная наивность, которую ты каждый раз стараешься спрятать за шутками, да, типа, да ладно, ничего страшного. Страшно ты одна. Откуда это началось? Но, знаешь, оно не вчера началось и не с этой подругой. И не даже не с бывшими подругами или мужиками. Ты знаешь, это началось, когда ты вот была маленькой, и тебе казалось, что если ты будешь достаточно хороший, послушный, достаточно удобный, то получишь то внимание, которое тебе так хотелось. Вот луна на карте — это как раз вот этот туман, в котором ты жила в детстве. Родители то появлялись, то исчезали, то хвалили, то игнорировали. Туман. И ты никогда не знала, чего ждать. А двойка жезлов — это твой детский план. Вот я вырасту, я найду таких людей, которые никуда не денутся, не предадут, которые всегда рядом будут. Но вместо этого ты научилась цепляться за тех, кто дает тебе хоть какое-то внимание. Даже если это внимание, ну, ненадежно. Понимаешь? И ты привыкла, что любовь и дружба — это когда тебя держат на коротком поводке. Сегодня здесь, завтра там, и ты должна быть готова к любому раскладу. Ты не умеешь требовать стабильности, потому что в твоей голове стабильность — это что-то такое эфемерное, да, недостижимое, как призрак, который то исчезает, то появляется, и исчезает, как только ты подходишь близко. И теперь ты смотришь на подругу и думаешь такая: почему я снова от нее жду того, чего ты и чего не получал-то от родителей? Знаешь почему? Потому что ты до сих пор ищешь там, где тебя уже 100 раз обжигали, как это делали родители в детстве.
Как проработать? Ну, во-первых, те, кто проживание, это в шуте. Помним, да, все детство это шут. Ну, а по картам королева жезлов, это, знаешь, это ты, когда ты перестаешь прятаться за вот этим все нормально, ничего страшного. И когда начинаешь требовать того, что тебе реально нужно. А вот семерка жезлов — это когда ты наконец-то прекращаешь бегать от конфликтов, да, и говоришь вот: «Стоп, хватит надо мной издеваться». Но чтобы это сработало, тебе одну вещь нужно понять: перестать ждать, что кто-то другой изменится первым. Вот ты сидишь такая, думаешь: вот когда она поймет, что я тоже человек, вот когда она начнет считаться со мной. На самом деле тебя бесит-то не она, а то, что ты снова отдала ей право решать, как к тебе относиться. Поэтому начни с себя. Перестань соглашаться на такие планы, после которых ты остаешься вот с херовым настроением, извини меня за выражение. Не надо ждать, пока она там соизволит вспомнить про тебя. Позвони сама и говори: я хочу с тобой увидеться, давай завтра там в 6. Да, или на Новый год приходи в 6. И если она сливается, то не молчи, не делай вид, что тебе все равно. Скажи прямо: мне было обидно, когда ты ушла, и не предупредила даже. Неловко будет, да, она может оправдываться, но хотя бы ты перестанешь копить вот этот яд внутри. Это же негатив, это же самосглаз, я бы это назвал. Потому что ты жрешь себя изнутри. Сначала яд копишь, а потом этот яд расходится. И знаешь, главное, вот перестань думать, что твое спокойствие зависит от кого-то, да, в данном случае от твоей подруги. Ты уже взрослый, у тебя есть свои границы. И если какой-то человек, а именно твоя подруга, их не уважает, то это ее проблема, а не твоя. Сегодня не соглашайся на то, что тебе там некомфортно. Завтра вслух скажи то, что ты думаешь. Через неделю посмотри на нее и пойми, что ну, ты не обязана терпеть ее хамство. А это именно хамство. Ты терпишь ее хамство только потому, что у тебя в голове, но она же не специально, у нее там парень не кормленный, не компотиный. Ты же не робот, у тебя есть право злиться, у тебя есть право обижаться, людей на место ставить есть право. Поэтому, ну, начни действовать, а не ждать, пока мир какой-то там станет добрее. Не нужно ждать. И подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я всегда с тобой рядом.